Всем большой привет и добро пожаловать на мой канал. В этом мастер-классе мы с вами свяжем вот такие мокасинчики с красивым узором. И несмотря на то, что здесь присутствует узор, вязать их очень быстро и просто. Размер подошвы у этих пинеток 10 сантиметров. Как вязать такую подошву и как рассчитывать нужное количество петель, у меня есть отдельное видео на канале, можете посмотреть. О том, какую пряжу я использовала, напишу в описании под этим видео. И давайте приступим к вязанию. Подошву к пинеткам я уже связала, и сейчас я вам кратко расскажу, сколько чего здесь набирала. Для этой подошвы я набирала 20 воздушных петель, одну петельку пропускала и начинала вязать. 9 столбиков без накида, 1 полустолбик с накидом, 9 столбиков с накидом, и в последнюю петлю, куда я провязывала 9 столбик с накидом, я делала прибавление. У меня в одной петле получилось 7 столбиков с накидом. Дальше вяжем 8 столбиков с накидом, 1 полустолбик с накидом, 9 столбиков без накида, и в последнюю петлю, куда я провязывала 9 столбик без накида, я делала прибавление в одну петлю 4 столбика без накида. Дальше делала 2 соединительных столбика, один в одну петлю и второй в следующую петлю. Дальше набираем 3 воздушные петли подъема и вяжем 16 столбиков с накидом. Дальше будем делать прибавление. В одну петлю вяжем по 2 столбика с накидом и в следующую петлю 2 столбика с накидом и так дальше, и у нас получится 7 прибавлений. Дальше вяжем 17 столбиков с накидом. И здесь также делаем прибавление, только на пятке у нас получится 7 прибавлений. В одну петлю по 2 столбика с накидом. И так далее. Получится 5 прибавлений. Соединительную петлю в третью воздушную петлю подъема. Дальше набираем снова 3 воздушные петли. И вяжем 17 столбиков с накидом. Дальше делаем прибавление через одну петлю. В одну петлю вяжем 2 столбика с накидом, в следующую 1, в следующую 2, в следующую 1. И так чередуем, и всего у нас здесь получится 7 прибавлений. Дальше вяжем 18 столбиков с накидом и делаем здесь прибавление так же, как и с этой стороны. Только здесь у нас получится 5 прибавлений. Дальше делаем соединительную петлю в третью воздушную петлю подъема. И подошва у нас готова. Итак, сейчас давайте приступим к вязанию уже основания пинетки. Я, кстати, не сказала в начале видео, что я буду вязать крючком номер 2. Но об этом я напишу также в описании под этим видео. Итак, смотрите, это у нас лицевая сторона подошвы. Это изнаночная сторона. Мы будем вязать лицевой стороной к себе. Начинать вязать мы будем с задней части, там, где мы делали 5 прибавлений. Находим ровненько серединку и будем вязать за одну дальнюю стенку петли. Так мы будем выполнять подъем от подошвы к основанию. Смотрите здесь внимательно, обязательно мы будем начинать ровненько середины, чтобы у нас потом пинетка не косила. Так, я буду вязать голубым цветом. Протягиваем нить через одну стенку петли и набираем 2 воздушные петли подъема. Дальше начинаем вязать столбики без накида за дальнюю стенку петли. Первый ряд мы будем вязать за дальнюю стенку петли. И вяжем столбики без накида, при этом прячем оставшуюся нить. Если в прошлых видео я вязала такой же пряжей, но очень туго затягивала нить и очень плотное вязание у меня было, то в этот раз мы будем вязать как обычно. Средненько и не сильно туго, и не слишком расслабленно. Смотрите, там, где мы заканчивали вязать подошву, вот в эту петлю мы делаем столбик без накида. Сделали. Эту петельку, не петельку, а ниточку мы тоже будем прятать по ходу вязания. И дальше начинаем вязать со следующей петли. Вот таким образом.
И давайте провяжем самостоятельно столбиками без накида за дальнюю стенку петли полностью ряд. Довязала я до конца ряда. Сейчас мы будем делать соединительный столбик во вторую воздушную петлю подъема. Сделали. Дальше набираем 3 воздушные петли подъема. И смотрите, как мы будем вязать второй, а также третий и четвертый ряд. В одну сторону и во вторую сторону нам нужно отсчитать по 11 петель. Вот поэтому я и говорила, что нужно ровненько середины пятки начинать вязать. Дальше делаем накид и вяжем столбики с накидом. Вяжем 9 столбиков с накидом. Итак, провязали. Вот что у нас получается. Дальше вяжем 2 полустолбика с накидом. Делаем накид. Достаем ниточку и протягиваем рабочую нить через все 3 петли. Дальше еще один полустолбик с накидом. И протягиваем рабочую нить через все 3 петли. И вот что у нас получается. Также у нас должно получиться и с другой стороны. Дальше вяжем столбики без накида. Можно с другой стороны отсчитать 11 петель и поставить маркер. И вот до этого маркера мы будем вязать столбики без накида. Давайте, смотрите, здесь я маркер ставить не буду. Отсчитываем 11 петель. Отсчитали. И вот до этого места мы будем вязать столбики без накида. Давайте провяжем самостоятельно. Итак, я провязала до того места, где уже будем вязать другие столбики. Вяжем 2 полустолбика с накидом, 1 и 2. И дальше вяжем 9 столбиков с накидом, тоже получается до конца ряда. Довязали. Сейчас мы делаем соединительный столбик в третью воздушную петлю подъема. Сделали. Дальше третий ряд будет точно такой же, как и второй. И четвертый ряд будет точно такой же, как и второй. И давайте я еще немножко покажу, как вязать. Набираем 3 воздушные петли подъема. Запоминайте, как вязать, потому что этот ряд и еще один вы будете вязать самостоятельно. Здесь ничего сложного нету. Просто вот 9 столбиков с накидом, 2 полустолбика с накидом. И также с этой стороны. Видите, ничего сложного. И давайте начнем вязать. Вяжем 9 столбиков с накидом. Итак, провязала я 9 столбиков с накидом. Дальше вяжем 2 полустолбика с накидом. Делаем накид, заводим крючок в петлю, достаем, провязываем все 3 петли. И второй полустолбик с накидом. Сделали. Дальше вяжем столбики без накида до того места, где нам нужно будет уже начинать полустолбики с накидом вязать. Итак, вяжем вот до этого места. Здесь уже видно, где и что нужно вязать. Можно поставить маркер, как я уже и говорила.
Итак, я довязала третий ряд до конца. Делаем соединительный столбик в третью воздушную петлю подъема. И четвертый ряд вы провяжете самостоятельно, так же как и второй и третий. Довязала до конца я четвертый ряд, и вот что у нас получается. Видите, задняя часть такая выше. Дальше вяжем пятый ряд, набираем 2 воздушные петли подъема, и дальше мы будем вязать 11 столбиков без накида. Вяжем. Провязала я 11 столбиков без накида. Дальше мы будем вязать соединительные столбики. Заводим крючок в петлю, достаем рабочую нить и сразу же протягиваем через петлю. И так мы вяжем соединительные столбики. И вяжем соединительные столбики вот до этого места, где нам нужно уже будет вязать столбики без накида. Отсчитываем также 11 петель. И вот до этой петли вяжем столбики, соединительные столбики. Довязала я до того места, где нам нужно уже будет вязать столбики без накида. Вот смотрите, как у нас получается красиво. И дальше вяжем 11 столбиков без накида. И еще последний столбик без накида. И дальше делаем соединительный столбик во вторую воздушную петлю подъема. И дальше делаем еще петлю и отрезаем нить. Потом эту ниточку мы просто спрячем. Старайтесь спрятать ниточку эту так, чтобы получилось очень аккуратно, чтобы лишнего ничего не торчало. И вот что у нас получается. Осталось связать совсем чуть-чуть. Сейчас мы будем вязать мыс пинетки. Для этого нам нужно сложить пинетку ровненько пополам. Я это делаю вот таким образом. Выравнивайте так, чтобы было ровно. Находим серединку. И от середины отсчитываем 5 петель. Вязать мы будем также за одну стенку петли, за дальнюю, которая находится ближе к внутренней части пинетки. Вот так будет лучше видно. Вот смотрите, вяжем за одну стенку петли, за самую дальнюю. Отсчитали в одну сторону 5 петель. И сюда мы будем протягивать ниточку. Достали петлю. И сейчас мы будем делать одну воздушную петлю. И дальше со следующей стеночки петли мы будем вязать еще 9 столбиков без накида.
Ниточку, которая осталась, прячем по ходу вязания. Вяжем за дальнюю стенку петли. Итак, довязали. Пересчитаем. И всего мы провязали 10 петелек. Дальше разворачиваем вязание и будем начинать вязать мы не с первой петли, а со второй. Так, вот с этой петельки. Второй ряд мы будем также вязать столбиками без накида. И во втором ряду у нас получится 8 столбиков без накида. И последний 8 столбик без накида. Дальше мы будем делать 2 соединительных столбика также за одну только стенку петли. Теперь она находится ближе к нам. Вот таким образом заводим крючок с лицевой стороны на изнаночную. И 2 соединительных столбика мы сделали. Дальше разворачиваем вязание, и с третьего ряда мы уже начнем вязать узор. Итак, давайте приступим к вязанию. Третий ряд мы будем начинать вязать также со второй петли, там, где мы делали первый соединительный столбик. Вот с этой петли. Вяжем 1 столбик без накида. А дальше уже мы будем вязать узор. Смотрите, вот это следующая петля, в которую как бы мы должны связать столбик без накида. Мы опускаемся вниз, и вот, смотрите, параллельно, да? И вот в это место мы заводим крючок, достаем петлю, разворачиваем ее таким образом и протягиваем рабочую нить. Вяжем как обычный столбик без накида, только вот с такой вытянутой петлей. Дальше в следующую петлю вяжем 1 столбик без накида. Дальше, опять же, вот следующая петля, опускаемся ниже, и вот в эту петлю мы будем вязать узор. Достаем петлю, разворачиваем ее и вяжем как столбик без накида. Вот. Дальше в следующую петлю вяжем столбик без накида. И так, как вы поняли, мы чередуем. Следующая петля, опускаемся ниже ее, разворачиваем петлю, которую достали, и провязываем. Следующую петлю вяжем обычный столбик без накида. Следующую петлю опускаемся вниз, достаем петлю, разворачиваем и провязываем. И у нас осталась одна петля, в которую мы провяжем 1 столбик без накида. В этом ряду у нас должно получиться 9 столбиков. Дальше вяжем 2 соединительных столбика за одну стенку петли, за дальнюю стенку петли. И второй. Дальше разворачиваем вязание и будем вязать 4-й ряд. 4-й ряд мы будем также начинать вязать не с первой, а со второй петли, вот с этой, где мы провязывали первый соединительный столбик. 4-й
ряд мы будем вязать просто столбиками без накида. В этом ряду должно получиться 10 столбиков без накида. То есть получается, мы здесь чередуем. В лицевых рядах мы делаем узор, в изнаночных просто вяжем столбиками без накида. Довязали до конца ряда. Дальше делаем 2 соединительных столбика за одну стенку петли, как мы и делали. И второй. Разворачиваем вязание. Дальше будем вязать 5-й лицевой ряд узором. И смотрите, здесь уже мы будем начинать вязание уже сразу же с узора. Вяжем со второй петли, находим ее, опускаемся вниз, заводим крючок, достаем петлю, разворачиваем и провязываем. Дальше следующую петлю мы вяжем обычный столбик без накида. А дальше уже смотрите, видно, куда здесь заводить крючок. Там, где у нас уже есть узор. И вот вверху в центр узора мы заводим крючок. Вот в это место, в эту петлю. Достаем ниточку, достаем петельку, разворачиваем и провязываем. Ну, здесь уже очень просто. Дальше в следующую петлю вяжем столбик без накида. Также чередуем столбик с узором, столбик без накида. Дальше с узором достаем петлю, разворачиваем, провязываем. Следующую петлю обычный столбик без накида. Следующую вяжем узор, достаем петлю, разворачиваем, провязываем. Следующую обычный столбик без накида. Следующую вяжем узор. Опускаемся вниз, достаем петлю, разворачиваем, провязываем. Следующую петлю обычный столбик без накида. И у нас остается еще одна петля. Опускаемся вниз. Вот в это место достаем петлю, разворачиваем и провязываем. Здесь уже в начале и в конце ряда будут столбики с узором. И вот так мы будем вязать дальше. Дальше делаем 2 соединительных столбика. Разворачиваем вязание и вяжем 6-й ряд просто столбиками без накида. Вот смотрите, как у нас получается узор. И 6-й ряд мы будем уже вязать с 3-й петли. Пропускаем 2 петли и с 3-й начинаем вязать. Так мы уже прибавления делать не будем. И в 6-м ряду у нас также будет 11 столбиков без накида. Вяжем до конца ряда. Довязали. Дальше делаем 2 соединительных столбика за одну стенку петли. Один и второй за следующую стенку петли. Разворачиваем вязание. И дальше мы будем вязать лицевой 7-й ряд с узором. Здесь также 2 петли пропускаем и с 3-й уже будем начинать вязать. И дальше мы будем также пропускать 2 петли и с 3-й начинать вязать. И этот ряд мы будем также начинать уже с узором. Заводим крючок так, как и в прошлом ряду мы вязали. Достаем ниточку, протягиваем следующую петлю, вяжем столбик без накида. Дальше столбик с узором. Разворачиваем петлю, провязываем. Столбик без накида. Столбик с узором. И в этом ряду также у нас получится 11 столбиков.
Разворачиваем, провязываем. Дальше столбик без накида в петлю. Опускаемся вниз, вяжем узор. Дальше столбик без накида и последний столбик с узором. Провязали. Дальше делаем 2 соединительных столбика за дальнюю стенку петли. Один и второй. Провязали. Дальше разворачиваем вязание. Также 2 петли пропускаем и с третьей начинаем вязать. Провязываем этот ряд столбиками без накида. Дальше все лицевые ряды вы будете провязывать так же, как мы сейчас вязали 7 ряд. Изнаночные ряды вы будете вязать просто столбиками без накида. Итак, мы будем вязать до 14 ряда включительно по 11 столбиков в каждом ряду. И давайте сейчас мы эти ряды провяжем самостоятельно. Провязала я 14 рядов по 11 столбиков в каждом ряду. Дальше 14 ряд я довязала до конца, только не сделала еще соединительный столбик. В конце 14 ряда мы будем делать только один соединительный столбик за одну стенку петли. Сделали. Дальше разворачиваем вязание и будем вязать лицевой ряд. Здесь мы также будем начинать сразу же с узора. Заводим крючок в узор, достаем петельку, разворачиваем, провязываем. Дальше вяжем обычный столбик без накида. Дальше вяжем узор. Ну, в принципе, так, как мы и вязали. Только в конце этого ряда мы уже соединительные столбики делать не будем. Довязала я 15 ряд. Как я уже говорила, соединительные столбики мы здесь делать не будем. Дальше разворачиваем вязание, делаем одну воздушную петлю и с самой первой петли начинаем вязать столбики без накида. В этом ряду получится также 11 столбиков без накида. Довязали последний столбик. Далее разворачиваем вязание и начинаем вязать 17 ряд. Сразу же вяжем с узора. Достаем петлю, разворачиваем и провязываем. В следующую петлю обычный столбик без накида. Дальше снова узор. Разворачиваем и провязываем. И так вяжем до конца ряда. Здесь у нас также должно получиться 11 столбиков. Дальше один столбик без накида и последний столбик получается у нас с узором. Достаем петлю, разворачиваем. Итак, провязали. Дальше разворачиваем вязание. И здесь в начале и в конце ряда мы будем делать по одному убавлению. Заводим крючок, достаем ниточку и заводим крючок в следующую петлю. Достаем нить. 3 петельки на крючке и протягиваем через них рабочую нить. Дальше вяжем столбики без накида, не довязывая 2 петли до конца ряда. Итак, 2 петельки у нас осталось. Здесь также делаем убавление, так же как и в начале ряда. 3 петельки на крючке и протягиваем через них рабочую нить. Делаем еще одну петельку и отрезаем нить.
Потом ее аккуратно прячем. И вот и все. Пинетка у нас готова. И вот как выглядят пинетки в конечном результате. Все нити я спрятала. И вот такая вот красота у нас получилась. Делитесь своим мнением о пинетках в комментариях. И если вам понравилось это видео, не забывайте ставить лайк. Мне будет очень приятно. И также не забывайте подписываться на канал, так как впереди еще много интересных мастер-классов. Всем желаю творческих успехов и до новой встречи в новом видео. Пока!